Skiba, you move. Ho-ho, Wajini. Mountain Blade огнем и мечом. В ролике про Warband я упоминал, что мое знакомство с этим официальным модулем состоялось на порядок раньше, чем с нейтивом. Добрая сотня часов была оставлена в боях на стороне Московского царства с шведами, поляками, казаками и крымчаками. В памяти еще свежи эти детские воспоминания о летних ночах, когда предки сваливали на дачу, а я, понюхивая табачок, погонял своего коня в бою, перезаряжая на скаку самопал. Как то было в школьную пору, судьба свела меня с игрой благодаря тогдашнему кругу общения, в котором и крутился пиратский диск с огнем и мечом. По старой доброй пиратской традиции, конечно же, с кучей багов и вырезанным контентом. Больше всего мне запомнилась одна забавная особенность, когда, подходя к пьянице в кабаке, при фразе «поднимем бокалы за», персонаж игрока безальтернативно говорил «за Яна Казимира». И если вы смотрите это видео, то скорее всего знаете, что происходило дальше, если дело было не в одном из польских поселений. А если не знаете, что ж. Добро пожаловать на канал к Антону Правдину, он же Хоня Чеснович, пан-польский, литовский, великорусский. Сегодня поговорим про первый, не считая самого Warband, официальный модуль, вышедший для игры Mountain Blade. Чем он хорош, чем плох, и стоит ли сейчас, в 2024 году, предаваться по нему ностальгии. А тем, кто с ним в принципе не знаком, играть впервые. Не изменяя традициям своих обзоров, сперва поговорим о том, как огнем и мечом вообще появился на свет. В 2008 году украинская студия Сич, используя в качестве источника вдохновения одноименный роман Генрика Сенкевича, начала разработку своего мода для недавно вышедшей Mountain Blade «История героя». И возможно на выходе получилась бы очередная околоисторическая модификация, коих на Mountain Blade если не сотни, то по крайней мере десятки. Но Tailwords, разработчики оригинальной игры, сделали студии Сич весьма заманчивое предложение, от которого глупо было отказываться. Да-да, не удивляйтесь, это были времена, когда можно было попасть в геймдев, занимаясь моддингом. Так вот, Тейлы через российское издательство Snowberry законнектились с мододелами и предложили им отказаться от идеи создания локального проекта для истории героя в пользу разработки полномасштабного официального модуля. Как итог, в 2011 году на рынок вышла Mountain Blade with Fire and Sword, которая примерно в то же время и попала ко мне в руки на пиратском диске. Говорить что-то про оценки игровых издательств или отзывы игроков на момент релиза, думаю, смысла мало, потому как начало десятых годов в нашей стране еще было темным веком, когда речь заходила об этих ваших интернетах. Может, зарубежной аудитории игра в своем сюжете, опирающемся на историю Восточной Европы 17 века, и не очень-то зашла, но в ру-сообществе, мне думается, она ценилась что тогда, что сейчас весьма высоко. По крайней мере, на момент записи этого видео отзывы в Стиме очень положительные. Не знаю, как вы, но я, пройдя уже почти половину пути до пенсии, перестал доверять как чьему бы то ни было мнению, так и своим детским воспоминаниям. Поэтому, чтобы обзавестись моральным правом делать какие-либо выводы, придется вновь отправиться навстречу приключениям в мире меча и не магии, но огня. Раз уж я ранее упоминал тот факт, что игра была вдохновлена романом Генрика Сенкевича, стоит поговорить о том, насколько близко мод подошел к первоисточнику, если так можно сказать, и как дела в принципе обстоят с такой вещью, как историческая достоверность. Опустим все моменты с игровыми условностями по типу отыгрыша за женского персонажа и перейдем сразу к сути. Начнем с романа. В основу сюжета лег не один роман, а вся трилогия, которая помимо «Огнем и мечом» включала в себя произведения «Потоп» и «Пан Володыевский». Увы, но буквы на бумаге я не осилил, ибо просмотр тиктоков по 4 часа в день берет свое, но вот экранизация режиссера Ежи Гофмана
первая из которых была отснята аж в 1969 году, посмотрел с большим интересом. Советую и вам. Есть шанс не только расширить свой кругозор, но и проникнуться так называемым шляхтским вайбом. Однако для нас важнее это быть в контексте событий, разворачивающихся в самой игре. И в этом плане 3 фильмов с суммарным хронометражом более 11 часов вполне достаточно, чтобы усвоить базу по Речи Посполитой. Основной движ начинается за пару лет до игровых событий с казачьего бунта, который устраивает Богдан Хмельницкий. В книге Сенкевича говорится, что мотивом послужил конфликт с польским шляхтичем Данилом Чеплинским, который отобрал хутор казака. Так или иначе, эта вражда позже обернулась не только борьбой за личные права, но и за вольности всего казачества, который Хмельницкий решил отстаивать, провозгласив себя гетманом войска Запорожского. На момент начала игры в 1655 году он уже объявил о независимости Сечи и в союзе с московским царем Алексеем Михайловичем вел войну против Речи Посполитой. Параллельно с этим набирает обороты иностранная интервенция. Шведский король Карл Густав вторгнулся в Польшу, намереваясь завладеть частью ее территорий. Об этих событиях повествует роман «Потоп». Часть шляхты, глядя на политическую обстановку в стране, готова за сохранение своих привилегий переметнуться на сторону шведов. Больше всего зато ратовал литовский князь Януш Радзивилл, который не верил в победу Речи Посполитой над иностранными интервентами и пошел на переговоры с Карлом. Он заключил с шведским королем соглашение, по которому Литва, входившая в состав польского государства, отделялась от Речи Посполитой и переходила под протекторат Швеции. Данное соглашение всеми лояльными шляхтичами было расценено как предательство, и Януш начал стремительно терять союзников. Король Карл же с интересами князя почти не считался, ибо Литва его мало заботила, он претендовал на польские земли. Мятеж Радзивилла долго не продлился, он умер в том же году, в котором была подписана уния с шведами. В модуле Януш Радзивилл представлен претендентом на трон Речи Посполитой и играет немаловажную роль в сюжете за эту фракцию. Какова же ситуация в царстве московском? Если вы играли в Смуту... Я рад тебя видеть, Григорий. Давненько не виделись. Ладно, забейте. Так вот, событиям игры предшествовало так называемое смутное время, когда закончилось правление рода Рюриковичей. По первости на престол взошел боярин Борис Годунов, но не прошло и 7 лет, как он умер от болезни, и его сменил сын Федор, которого вскоре убил Лжедмитрий I. Там еще был продолжительный период между царствия, так что не буду перечислять всех правителей и претендентов. Они в самой игре не упоминаются. Закончилась смута с восхождением на престол царя Алексея Михайловича. На момент игровых событий Московское царство воюет с Речью Посполитой и Королевством Швеция. Стоит отметить, что достоверность у игры до момента, когда в разворачивающиеся события вмешивается главный герой, высока. Карта Восточной Европы воссоздана довольно точно, хоть и со свойственным Варбанду минимализмом. Здесь нареканий быть не может, в особенности от такого неуча, как я, который ни за историю, ни за географию не шарил, что в школьные годы, что сейчас. Однако в игре есть место и вольностям, но это все уже сюжетные и игровые условности. К слову, пришло уже время о них и поговорить. Это самое интересное, ведь игровой процесс настолько же противоречив в сравнении с геймплеем оригинального Mount & Blade, настолько же, насколько противоречивы мои воспоминания о нем в сравнении с тем опытом, что я испытал, проходя игру сейчас. Но обо всем по порядку. Первое, что встречает игрока, нет, это не экран выбора предыстории, а меню персонажа. Увы, в «Огнем и мечом» по ряду причин отказались от адаптации этапа с выбором прошлого протагониста. Мотивы, по которым данную процедуру упразднили, весьма прозрачны. Если бы она и осталась, пускай в измененном виде, нужно было бы переписывать часть диалогов, коих в сюжетных линиях Сколько? Немало. Поэтому легче было создать амплуа герою, опираясь на некий усредненный образ иноземного наемника, который не шибко осведомлен о происходящих в здешних землях событиях, чем городить отдельные руты для различных выборов. В общем, распределяем очки навыков и атрибутов.
Обращаем внимание на появление в категориях владения оружием огнестрела, что вполне очевидно в рамках исторической эпохи. И отправляемся в стартовый сегмент с обучением. Здесь у нас опять нападение бандитов, но на сей раз не в городе, а в сельской местности. Первое, что нам тут предлагают сделать, разрушить преграду на пути. Честно говоря, я так и не понял, в чем тут прикол, потому что это чуть ли не единственный разрушаемый объект на всю игру. Не припомню, чтобы где-то в побочных или основных заданиях нам давали еще ломать баррикады. Так или иначе, прорубив путь вперед, мы сталкиваемся с первым обучающим врагом. Победив его, мы идем вперед и встречаем союзников в лице группы Клермона. Помогаем французам в бою с бандитами, после чего Жак предлагает нам следовать за ним и проводит к воротам с замком, которые предлагается отстрелить из пистоля. Так же, как и с разрушением преграды, подобных замков в игре вы больше ни разу не встретите. Далее идет сегмент с обучением верховой езде и бою в седле. После чего Клермон даст сводку по текущей ситуации в окрестных землях и отправит в вольное плавание, предложив перед этим посетить село Замошье. Там у старосты можно взять 3 уникальных задания. А именно, расправиться с бандитской шайкой, закупить для села 3 мешка соли и договориться с воеводой о снижении податей. Если разборки с бандитами это самое тривиальное задание, и подобные поручения у глав поселений можно брать хоть до посинения, то вот квесты по закупке встречаются реже. Помню, в ванильном Варбанде у старейшин деревни иногда был запрос на покупку зерна для пассивных работ, но в Огнем и Мечом подобные задания мне почему-то не выпадали. Что же до заданий на убеждение, честно говоря, я не выкупил принцип работы одноименного навыка. Квесты, где вам предлагают в роли коллектора взыскать долги с другого вельможи, встречаются довольно часто. Как бы сильно убеждений я не качал, мои попытки урезонить должника приводили либо к тому, что он больше не хотел со мной обсуждать данную тему, либо к тому, что сумма, которую тот предлагал внести для покрытия долга, увеличивалась. Это обстоятельство сильно меня калило, потому что после Пендера, где я качал риторику, но так и не воспользовался ей из-за отыгрыша в роли вассала, надеялся, что хоть тут-то получится этот навык эффективно применить, но нет. Ну, а что до других активностей, скажем так, современные профессии, востребованные в той или иной степени сейчас, цвели и пахли еще при царе Алексее Михайловиче. Загибайте пальцы. Курьер – чек. Это самый частый тип заданий. Взять письмо с доставкой в Псков, Хованскому. Письмо из Хогвартса, вас зачислили в Скуфендую. Стало для меня каждодневной рутиной. С другой стороны, и лошади тут, судя по всему, не уступают по скорости как минимум отечественному автопрому, так как путь от Курска до Пскова верхом преодолевается почти за день. Ладно, придираться к игровым условностям тупо. Про коллекторские квесты я тоже рассказал. После шнырь-курьерских заданий это вторые по распространенности миссии и, как говорилось ранее, самые невыгодные из-за поломанного убеждения. Есть опция взыскать долг за счет отношений с персонажем, но это, честно говоря, такое себе, ведь основной смысл выполнения данных поручений и состоит в получении расположения. Хотя изредка, как в Варбанде, дают поручения по сбору налогов с городов или деревень, вот на них уже вполне можно разжиться на начальных этапах. Эскорт. Увы, не тот, о котором можно было подумать, учитывая, какие деньги он приносит РЛЭ. Тут, естественно, подразумеваются все задания на сопровождение. В основном это защита караванов, хотя иногда вас могут попросить перегнать стадо, что более хлопотно и не так прибыльно. Эти задания выгодны тем, что приносят они не сколько деньги, сколько известность. А получение известности в Огнем и Мечом, это процесс долгий, болезненный и отнюдь не медитативный. В комментариях под обзором на Пендер мне писали, что там геймплей состоял из постоянного фарма. Но ничего подобного, играя в мод, я не почувствовал. Однако в Огнем и Мечом, чтоб вы понимали, по окончанию сюжетной линии за Московское царство я, усаживаясь на престол, имел всего 250 известности. 250, Карл! При том, что до начала прохождения фармил славу сперва на боях 1 против десятков разбойников, потом долгое время шестерил на лордов и глав поселений.
Затем еще 3 месяца воевал за Московское царство в качестве наемника, выскакивая раз на раз со шведскими полководцами. Сравнивая с Пендером, за то же время я мог достигнуть гораздо более внушительных результатов. Но в «Огнем и мечом» сам темп игры замедлен просто до нельзя. Даже чтобы просто стать вассалом при одном из государей, вам нужно будет минимум 150 известности, что эквивалентно 150 перегнанным стадам, 75 боям соло-героем против 10 и более бандитов, или же такому же числу сопровожденных обозов. Конечно, эффективнее всего слава добывается в настоящих боях против вражеских армий, но для этого вам тоже нужна своя армия. Но дело в том, что в «Огнем и мечом» 10 кривозубых крестьян нельзя превратить в 10 свадийских рыцарей за пару игровых дней. И дело даже не в том, что свадьи не существует. В модуле в принципе вырезана механика прокачки войск. Нет, технически она, конечно, осталась, только вот из 10 крестьян вы получите 10 крестьян-ветеранов, которые остались теми же крестьянами, только с чуть более высоким уровнем навыков. Но как же тогда, спрашивается, брать высокоуровневые войска, чтобы противостоять вражеским армиям и как можно быстрее нафармить известность? Основных пути 3. Первый варик самый неэффективный и наименее перспективный. Зато доступны с самого начала. Наемники в кабаках. Стоят они не то чтобы дешево, вооружение у них лучше, чем у крестьян с ополченцами, да и навыков больше. Но регулярным войскам они в своем большинстве все равно не чита. Второй варик – профессиональные наемники. Лагеря, где можно их нанимать, расположены в каждом из 5 государств. Всего доступно к найму 3 типа войск – пехота, кавалерия и стрелки. По сути та же кавалерия, но рейтарского типа. Их основным отличием от наемников из кабаков является возможность закупки в том же лагере подходящего снаряжения, в зависимости от культуры. Удовольствие, скажем, не из дешевых, но оно того стоит. Но это еще не все их преимущества. Наемники из лагерей – единственные бойцы, которые имеют тир выше ветеранского и прокачиваются до элиты 20 уровня. Последний варик открывается только когда вы решаетесь примкнуть к одному из государств. В городе или крепости можно найти NPC, отвечающего за рекрутинг фракционных войск, список которых будет зависеть от назначенных на военные посты в поселении капитанов и от вашего ранга. Доступ к элитным войскам предоставляется только полноправным лордам. Из плюсов относительная дешевизна и унифицированность армии, если вы примете решение нанимать только отдельные, наиболее эффективные для вашей стратегии подразделения. Минусы. Весьма ограниченный найм. Один капитан отвечает за тренировку нескольких типов войск, и вы сможете выбрать буквально 5-8 юнитов для подготовки в одном гарнизоне. Затраты по времени. На обучение уходит пара дней. Необходимо также будет запомнить, в каком городе или крепости и когда именно вы отдали приказ тренировать войска, что не всегда удобно при и так большом потоке информации, который приходится держать в голове во время прохождения. Допустим, на службу вы поступили, армию вы набрали. А что теперь? Пора обзаводиться верными капитанами для вашего отряда. Меня там в ролике про Пендер упрекнули, что я не рассказал про компаньонов. Поэтому спешу исправить сие вопиющее недоразумение рассказом о потенциальных соратниках в «Огнем и мечом». Итак, у нас есть 14 спутников, если не считать квестовых. Вот они слева направо. Родственник того самого графа Дракулы Цепиш, отлученный от церкви ксенс Спаса Кукокский, обычный полковой работяга Карлосон, не давший себя закуколдить стрелец Федот, невольный зожник Елисей, игроки за Орду Нагай и Бахыт, простой литовский микрочелик Ольгерт из обмельчавшего дворянского рода, бывший хорунжий Радзивилла Виктор, темщик Сарабун, инфо-цыганка Оксана, перекупщица Ингри, Цундера Варвара и Яндера Фатима. Каждый спутник ценен по-своему, но, увы, функционал компаньонов в целом был существенно ограничен по сравнению с Варбандом.
Так, например, пропала возможность отправлять соратников на сбор сведений о другом государстве или распространять молву о вас для повышения права на власть. Однако одну фишку для компаньонов огнем и мечом таки добавили, а именно их обучение в городских университетах и семинариях. На выбор дается 3 направления – врачевание, тактическая или военная подготовка. Удобная опция, но, как и в случае с прочтенными игроком книгами, ее главный минус заключается в том, что вложенные через очки обучения навыки не начисляются сверх прокачанных. То есть, если при значении интеллекта в 9 вы прокачали спутнику хирургии до капа в 3, потом отдали на обучение, повысив до 4, потом, когда доберете интеллект до 12, вложить еще 1 очко в хирургию не выйдет. Придется либо докачать атрибут до 15, либо дальше обучать за плату. Кстати, о плате. Заработок в игре – это отдельная боль. Не то чтобы на регулярные расходы по типу содержания армии или закупки базовой амуниции сложно было заработать. С этим проблем нет. Проблемы в способах заработка. Если вы думали, что сможете скопить стартовый капитал и открыть красильню в Дериме, то смею вас огорчить. В Восточной Европе 17 века малый бизнес еще не был предусмотрен, по крайней мере разрабами огнем и мечом. Поэтому способов эффективно поднять бабла всего несколько. Первый и самый очевидный – война. Здесь профит можно залутать с продажи пленных, особенно если вы толкаете их не через посредника, а ищете рамуна работорговца, который предлагает цену в несколько раз выше. Меньше денег приносят военные трофеи. Лут с боев, даже при высоком показателе сбора трофеев, не всегда удается получить надлежащего качества. А даже если к вам попала хорошая сабля или броня, их цена при продаже будет значительно меньше рыночной. Здесь скорее прибыль несет не качество, а количество трофеев. И соответственно, чем выше показатель логистики у игрока, тем больше добра можно будет распихать по карманам. Будучи наемником, не слишком заботясь о ходе войны, можно также брать в плен и отпускать за выкуп вражеских полководцев. Но, во-первых, по классике Варбанда, даже с выкачанным надзором заролить взятие лорда в плен очень сложно. А во-вторых, солидный выкуп вам светит только за правителя королевства, захват которого представляется еще более сложной задачей. Но набить сумму золотом, сражаясь на войне со старта, очень проблематично. Поэтому альтернативным и более быстрым способом намутить шекелей является перекуп. Суть этого метода в том, чтобы найти рынки с профицитом товаров, где их стоимость минимальна, и продать в другом месте, где этот товар востребован и его стоимость высока. Но для успеха этого метода надо иметь высокий показатель торговли, позволяющий не только заключать более выгодные сделки, но и узнавать о ценах на рынках в других городах. Можно, конечно, пытаться заработать и без навыка торговли, но это уже для true искушенных фанатов, которые чувствуют игру на тонком уровне. Лично мне, даже с Ингри в отряде, с одной крупной перепродажи партии дорогого стафа по типу бархата, меха или инструментов перепадало от 500 до 900 талеров. В редких случаях удавалось намашнить больше 1000. Иногда получалось сделать и больше денег на перекупе мелкого товара, типа глиняной утвари, но надо было закупаться под завязку, полностью забивая ей инвентарь. Плюсом такого способа заработков является не только простота, но и возможность брать в процессе шабашки. Например, по сопровождению каравана, ведь часто их маршруты совпадали с местами, в которые вы отправлялись сбывать товары. Таким образом можно было не только фармить деньги, но и получать известность с опытом. Однако война и торговля по прибыльности не идут ни в какое сравнение с теми богатствами, которые способно было дать вам землевладельчество. Доход от не самой богатой деревеньки может доходить до 10 тысяч таллеров, а благополучные города приносят под 100. Конечно, и траты имеют место быть. За содержание некоторых чиновников и воевод из налога будет удерживаться определенная часть суммы, но это такие мелочи в сравнении с той прибылью, что способны обеспечить вам наделы. Собрав с земель богатой подати, можно не тратить золото сразу, а поступить умнее, положив деньги в банк под процент. Ну а если свой надел вам только снится, у ростовщиков можно оформить микрозайм.
Но, как и в жизни, ничем хорошим такие инициативы обычно не заканчиваются. Много слов было сказано ранее про армию и сражения, но непосредственно боевку мы так и не разобрали. А она существенно отличается от варбанда из-за наличия огнестрельного оружия и других элементов экипировки войск. Панцирная броня, которую сложнее всего пробить рубящими атаками, есть только у некоторых подразделений польских и шведских войск. Да, и ее защитные свойства – ничто против выстрела из карабина или мушкета. Поэтому над бронированными порядками преобладают более мобильные типы юнитов в легкой кольчуге или вовсе без металлической брони. Помимо огнестрела, среди вооружения появился еще один тип порохового оружия – гранаты. Это весьма имбовая киллер-фича, которая способна эффективно показать себя, например, при осадах. Есть несколько типов гранат, и у каждой из них свой радиус поражения, который, однако, может быть увеличен прокачиванием навыка метания. Гранаты – смертоносное оружие, которым можно навредить и самому себе, и попавшим в зону взрыва союзникам. Это единственный в игре тип амуниции, который не восполняется после боя, как пули или стрелы. Еще одна уникальная фича, добавленная для разнообразия боевок – Вагенбург. Защитное сооружение из повозок. От него можно выгодно отыгрывать в обороне, если у вас, скажем, недостаточно войск, чтобы противостоять натиску вражеской кавалерии. Но и противник активно будет использовать преимущество Вагенбурга против вас в аналогичной ситуации. Если сравнивать с тем же Варбандом, можно заметить, что в огнем и мечом присутствует большее число всевозможных построений, а также команд стрелкам. За счет них можно разыгрывать большее количество сценариев. Конечно, это все смотрится интересно и не лишено шарма, но лично меня бесило две вещи. Как и в оригинальном Mount and Blade, после того, как ХП вашего персонажа опускается до нуля, бой заканчивается, вне зависимости от расстановки сил в момент потери сознания вашим героем. Я бы не реагировал на это так остро, как в Варбанде, ибо там причиной вашей скоропостижной отключки мог послужить, пожалуй, только пропущенный рыцарский удар. Шальная стрела или арбалетный болт, выпущенный точно вам в глаз, были явлениями куда реже распространенными. Но вот пуля дура в огнем и мечом могла совершенно рандомно прилететь с другого конца боевой арены, и тут ГГ. Мне непонятно, что помешало вшить в огнем и мечом такой же мод, как в Пендере, который по умолчанию позволяет продолжать следить за ходом боя. Второй момент – это лимит волн подкрепления. Ограничение числа бойцов, которые могут одновременно участвовать в сражении, ясны. Они продиктованы временем и техническими ограничениями. Но зачем было задавать один лимит на волны подкреплений при битве в чистом поле и другой при осадах? Если во втором случае, при штурме, например, вам удавалось победить все волны врагов, автоматически запускался следующий этап осады. В городе будет сначала сражение на улицах, а в крепости сразу бой в зале правителя. Однако в случае столкновения армии в чистом поле, когда вы сразили все вражеские волны, но у противника еще остались солдаты, бой тупо перезапустится. Это очень сильно бьет по динамике. Игрок теряет выгодные позиции и расстановку. Даже если они ему и не нужны, и у врага осталось не так много войск, на повторное схождение в центре тратится время. А автобой, прожать который так и чешутся руки, даже в ситуациях с засанными бандитами при высоких показателях тактики, умудряется стабильно умерщвлять парочку ваших элитных бойцов. Не иначе они, как в том древнем анекдоте, ёбнулись с коня и умерли. Ну и тех, кто играл в Warband, но не знаком с данным модулем, наверное, мучает вопрос, а как тут дела обстоят с созданием своего королевства? И для таких людей у меня, увы, не утешительные новости. Нет, конечно, вы можете захватить надел, не будучи подданным одного из королевств. Или, как в оригинальном Mount and Blade, взбунтоваться после отказа передать вам захваченный надел. У вас даже появится специальное оповещение, но вот только оно возвестит не о начале тернистого пути по захвату всей карты, а прискорбно сообщит, что шансов править без могущественного покровителя у вас немного. Назвать свое королевство вам не дадут, вы будете носить статус мятежника. И, конечно, переманивать лордов на свою сторону игра также не разрешит. В общем, только если вы не настолько безумны, чтобы попытаться в одиночку противостоять всем державам,
самодержавным королем вам не быть. Или все же быть? В игре есть 3 сюжетные линии, которые могут привести вас к власти и дать все инструменты по покорению соседних королевств. Но доступны они только за определенные государства: Московское царство, Речь Посполиту и войско Запорожское. И если в одном случае дорожка до царствия выглядит примерно так, то в другом предлагаю начать разбор сюжеток от менее душный к не ебаться, как это проходить в режиме без сохранений. Чтобы начать восхождение к престолу Московского царства, надо сперва поступить на службу к царю, хотя бы в качестве наемника. Тогда при встрече с любым лордом этой фракции будет доступен уникальный диалог, запускающий основной квест. Рандом воевода расскажет вам историю о смутном времени, когда Лжедмитрию I удалось захватить в стране власть, но правление его было недолгим, так как усомнившиеся в его личности бояре погубили новоявленного царя. Герой моментально задается целью выяснить, кем же на самом деле был Лжедмитрий и являлся ли он истинным потомком Рюриковичей. Рандом воевода сказывал, будто есть еще в живых люди из свиты Дмитрия, но за сведения придется заплатить разграблением 3 польских деревень. Но это не военное преступление, если вам надо выполнить квест. После грабежей и разбоев можно получить наводку на некого казака Герасима, доживающего свой век в селе Тракай. Скачем туда и расспрашиваем старосту. Тот говорить не хочет, но обещает на все вопросы ответить, если мы поможем вернуть отнятую жолнарами икону. Жители говорят, что с поляками был Ксенс, вот его-то нам и поручают найти в Вильно. Однако в городе говорят, что священнослужитель ушел с обозом в Ригу. Там его и можно застать пьянствующим в кабаке. В разговоре с ним можно применить как убеждение, так и грубую силу. Я использовал подкуп. Так или иначе, забрав икону, возвращаем ее в Тракай. И староста припоминает, что Герасим перебрался недавно в село Ефремово. И едем туда и говорим с казаком, но общение прерывают бандиты, напавшие на деревню. Отбиваемся от лиходеев и ищем Герасима, чтобы продолжить разговор. Однако узнаем, что тот был ранен. На смертном одре казак рассказывает все, что ему ведомо о Лжедмитрии, и передает его крест. Далее нам надо разыскать воеводу, отец которого в смутные годы оказывал поддержку Дмитрию. Тот явно не в восторге от того, что мы поминаем прошлое, но отдает должное нашей уверенности и наглости и готов поручить ответственное задание по сопровождению племянницы шведского короля из Новгорода, где та гостила, в ставку августейшего монарха. В пути Элеонора говорит, что никакая она не родственница Карла, а жена его племянника Олафа. Звать Алевтиной, дочь боярина Никиты Адоевского. Возвращаться к шведам она не хочет, но я слушать ее не стал и выполнил поручение по договоренности. После чего Карл с благодарственным письмом отправил меня к царю. Алексей Михайлович был благодарен за службу и готов был вознаградить за труды, как вдруг увидел на шее крест, данный Герасимом. Опасаясь, что перед ним стоит наследник Лжедмитрия, государь, открещиваясь от всех наших оправданий, приказывает схватить героя и швырнуть его во строк. Как бы тут все и кончилось, да только бездарные стрельцы не потрудились отнять у нас оружие, за что и поплатились. Блять, я сказал, за что и поплатились. Блять. Поплатились они, в общем. Поплатились. После побега из Шоушенка единственным спасением окажется поиск человека, готового взять приговоренного царем под свое крыло. На эту роль отлично подходит Стенька Разин, заклятый враг Алексея Михайловича. Казаку уже все о нас известно, и он считает это отличный момент, чтобы сбросить с престола царя. Поднимаем восстание и от Степана узнаем, что тот самый Никита Адоевский, чью дочь мы доставляли Карлу, организовывает тайные сходки бояр, где те критикуют царя.
Отправляемся по наводке и говорим с воеводой. Он обещает поддержать наше восстание, но только если мы вернем его дочь. Алевтина за пару месяцев так заебала шведов, что те продали ее татарам. Единственный способ узнать о ее нынешнем местоположении – расспросить работорговца в Кафе. За внушительный бакшиш тот поведает, в какой гарем передали Алю, и все, что нам остается, высвободить ее из плена. Хотя на деле оказывается, что та общительная, и ей в принципе неплохо жилось в гареме, да настолько неплохо, что она не хочет возвращаться к отцу. Игнорируем этот woman moment и возвращаем ее бате, получаем благодарность и грамоту, которая позволяет переманивать на свою сторону бояр. Дело за малым. Остается поговорить со всеми воеводами и собрать большой поход на Москву против засевшего там царя. Но перед этим было бы не лишним пообщаться в приватной обстановке с боярской кликой и выяснить, что те думают по поводу Разина как претендента на трон Московского царства. Оказывается, что очевидно, казака на троне терпеть никто не намерен, и после взятия столицы единственным достойным кандидатом на помазание являетесь вы. Отказываться от державы и скипетра глупо, поэтому соглашаемся. И, прогнав царя из Москвы, идем в Грановитую палату, чтобы решить судьбу Разина. Казак здраво оценивает свои шансы и понимает, что трона ему не видать, однако претендует на маршальский жезл. Можно согласиться, а можно за дерзость наглеца проучить, но тогда придется преподать ему и его стрельцам урок. Так или иначе, при благоприятном исходе вы становитесь царем, и у вас остается только одна задача – объединить все земли под властью Москвы. На очереди кампания за Речь Посполиту. Для ее начала придется набрать минимум 150 известности или заручиться поддержкой короля Яна Казимира. При разговоре с любым лордом можно будет поинтересоваться, как обстоят дела в государстве. Вас посвятят во все проблемы, о которых я уже рассказывал в историческом блоке, и предложат помочь державе. После чего вы сможете брать у шляхты особые задания. В первую очередь, по совету одного из панов, стоит разыскать Ануфрия Заглобу. Это такая польская версия поручика Ржевского. Персонаж из романов Сенкевича, в котором сочетаются как гротескные комичные черты, так и благородные отвага напополам с остротой ума. Кутит пан сей по кабакам, и найти его будет несложно. Спрашиваем, не желает ли он примкнуть к нашему ратному делу, и получаем утвердительный ответ. После, взяв в отряд, говорим еще раз и интересуемся, как нам помочь Речи Посполитой, на что Заглоба предлагает покамест заняться поручениями шляхтичей. Один из вельмож попросит передать свои опасения королю насчет шведского вторжения при пособничестве Москвы. Беремся за задание и скачем к Яну. Король говорит, что мы опоздали, шведы заняли Варшаву и Краков. Но ситуация хоть и скверная, но не безнадежная. Надо выкарабкиваться шаг за шагом. Сперва Казимир просит вас взять в плен служивого шведа, не обязательно лорда, хотя можно отдать и его, а так подойдет любой фракционный работяга. После передачи заключенного придется какое-то время выждать, пока пыточных дел мастер будет выуживать необходимую информацию. По прошествии пары дней вновь общаемся с Яном, и тот дает новое поручение – защитить Ясногорский монастырь, на который задумали напасть шведы. Отправляемся туда и сражаемся с мушкетерами Карла, после чего получаем от польского короля патент на посполитое рушение. Этот патент позволит привлечь нам на свою сторону панов для возвращения Варшавы. За ратные заслуги Ян Казимир делает нас полноправным шляхтичем и поручает захватить в плен уже не обычного полкового работягу, а целого шведского генерала. После штурма города эта задача кажется наилегчайшей, и выполнив ее, придется какое-то время снова выждать, пока король не прикажет нам прибыть в его ставку за новыми распоряжениями. На сей раз миссия будет уже не такой простой. Правитель Речи Посполитой хочет заключить союз с крымскими татарами, но пока теми правит хан Ислам-Гирей, ни о каком мире не может идти и речи. По мнению Казимира, есть только один способ исправить положение – посадить на трон нового хана. Но чтобы мы могли оказать поддержку претенденту, придется покинуть службу польскому королю и вернуть все заработанные кровью и потом владения. Однако иного пути нет. Отказываемся от присяги и идем искать Мехмед-Гирея. Выказываем желание поддержать его притязание на трон, с условием, что после победы тот заключит мир с Речью Посполитой
и будущий хан клятвенно соглашается. Борьба за власть в Крыму займет немало времени, но, так или иначе, вырвав бразды правления у старого хана и передав их Мехмед-Гирею, напоминаем о данном им слове, на что тот включает заднюю и говорит, мол, не мог такого обещать. Благо у нас в отряде есть пан Заглоба, который даже крымчаков способен баламутить в случае чего. Хан этот аргумент принимает, но оборачивает его против нас, говоря, что вот насколько, мол, непрочно сейчас мое положение. Однако, если бы мы захватили 2 города в Московском царстве, это помогло бы его упрочнить. Делать нечего, снова отправляемся на штурм. Возвращаемся с триумфом и требуем заключения мира. Мехмед-Гирей неохотно, но соглашается, и мы с победой отправляемся к польскому королю. Тот, конечно, очень доволен, но в качестве награды дает лишь золото, а отнятые после ухода со службы привилегии возвращать не спешит. На помощь вновь приходит пан Заглоба. Он предлагает разыскать 3 польских полковников. Ян Скшетузский, офицер панцирной кавалерии князя Еремея Вишневецкого. Ведь ты, пан, не кто-нибудь. Ты ведь сам Михаил Володоевский. Это пан Анджей Кмитец, Хорунжий Оршанский. Герои романов Сенкевича дают 3 задания, выполнив которые можно заручиться их поддержкой. После чего Яну Казимиру приходится вновь принять нас на службу, дабы избежать волнений среди подданных, ратующих за нас. Также король обещает, что первый захваченный нами лично город перейдет под наше управление. Однако амбициям героя нет предела, и он уже заглядывается на маршальский жезл. Однако перед голосованием надо организовать мощную предвыборную кампанию и узнать, готовы ли панны голосовать за нас. Благо, многие уважают пану Заглобу и лишь за одно его присутствие в нашем отряде уже готовы поддержать нас. Как только Казимир вручает нам маршальский жезл, нас сразу же бросают в бой на захват пары крепостей и городов. Последним же заданием станет пленение царя Алексея Михайловича. Как только монарх попадает в руки Яна Казимира, основная часть сюжета разделяется на 2 ветки, одна из которых ведет в детент, поэтому стоит на этом моменте сохраниться, если есть такая возможность. Пан Заглоба сообщит, что шляхта очень недовольна королем и пора его менять. В случае, если вы с этим суждением согласны, вам нужно будет опять объехать всех панов и поинтересоваться, что они думают насчет отстранения Казимира. Как только большинство отречется от короля, вам необходимо будет передать Яну новость об отставке. Тот, естественно, такому раскладу не очень обрадуется и попробует оспорить решение в бою. После победы над уже теперь экс-правителем, Заглоба поддержит вашу кандидатуру на роль нового монарха, и вы станете королем Речи Посполитой. Однако, если еще при первом диалоге с Ануфрием вы проявите слепую преданность Яну Казимиру, для вас все кончится весьма плачевно. Заглоба покинет отряд и через какое-то время появится на карте с огромной армией, победа над которой ничуть не поможет исправить положение, а скорее усугубит его, ведь один за другим польские лорды начнут переходить на сторону мятежников. Этот процесс необратим, даже если вы будете пытаться отбивать поселения и пленять бунтовщиков. В какой-то момент игра просто заставит вас смириться с поражением. Последняя кампания за войско Запорожское. Самая продолжительная, длинная и душная. Постараюсь пересказать ее как можно компактнее, пропуская некоторые филлерные квесты, чтобы не растягивать хронометраж ролика. Начинается все с просьбы гетмана отразить бандитское нападение на одну из запорожских деревень. После боя к вам обращается один из престарелых казаков. Он ранен и долго не протянет. Хочет перед смертью поведать достойному воину о тайне, что хранил. О черном гетмане. Но больше ничего сказать не успевает, сраженный выстрелом выжившего бандита. Казаки Хмельницкого об этом черном гетмане тоже ничего не слышали, но говорят, что француз Клермон что-то дознает. Жак делится сведениями, что о ЧГ ему доводилось слышать от полковника Федоренко. Отправляемся к нему, и тот сообщает, что это пернач, выкованный из метеоритного железа, некий могущественный символ власти, приносивший ратную удачу. И так выясняется, что единственный, кто может поведать о судьбе Палицы, Януш Радзивилл. Литовский князь говорит, что поделится информацией только с тем, кто поддержит его притязание на польский трон. Начинается очень растянутый игровой сегмент с захватом власти в Речи Посполитой.
По итогу, даже после того, как мы из Януша делаем нового польского короля, тот отказывается говорить, что ему известно о черном гетмане. Приходится начинать собственное расследование, которое приводит героя в деревню Несвеж, где располагалась родовая гробница Радзивиллов. Там у старосты выясняем, что до нас сюда приезжал русин, также расспрашивавший о Перначе, но его словили и убили местные лиходеи. Их отряд можно повстречать на выходе из деревни. Победив в бою или откупившись, узнаем, что дворянин тот был из рода Борятинских. Стало быть, путь наш лежит теперь в Московское царство. Мирно пообщавшись с князем или взяв того в плен, узнаем, что Борятинские считали себя потомками неких Ольговичей, и что черный гетман на роду должен был принести им славу и почет. А сказано то было в вороной книге, которую князь продал торговцу. Разыскав книгачея в кабаке, спрашиваем у него про особый фолиант, на что тот предлагает выкупить том. Ничего себе, 30 серебряных монет? Соглашаемся, читаем и узнаем некоторые подробности о Перначе и его предыдущих обладателях. Однако о его текущем местоположении ничего из книги не подчерпнуть. Тогда расспрашиваем казаков, кто лучше всех шарит за легенды, и выходим на некого Мамая. Оплатив его долг за выпитую горилку, принимаем в отряд и спрашиваем, как напасть на след черного гетмана. Новообретенный компаньон отвечает, что раньше кобзари пели о нем песню, но только в присутствии истинных казаков, коим Хмельницкий не является. Будь во главе войска запорожского полковник Барабаш, возможно, песни о черном гетмане снова зазвучали бы на сечи. Поговаривали, будто умер он, да то слухи были. Оказался жив, разыскать его можно в одной из таверн, где тот предложит при помощи черного гетмана сделать войско запорожское Грет и Гин. Но как же все-таки найти этот Пернач? В ходе разговора приходим к логическому умозаключению, что Радзивилл прятал его в своей гробнице в Несвеже. Отправляемся туда и попадаем в засаду. Отбившись, узнаем, что Януш объявил нас врагом Речи Посполитой. Мамай предлагает взять литовского князя, явившись к нему в резиденцию под видом солдата удачи, ищущего нанимателя. Можно отловить Радзивилла с отрядом на карте и взять в плен. Так или иначе, исход один. Мы отбираем у князя Пернач, который тот все время скрывал от нас, а через некоторое время узнаем, что Януш скончался от сердечного приступа. С черным гетманом возвращаемся к Барабашу и слушаем предложение полковника по смещению Хмельницкого. Однако не стоит спешить и принимать сторону бывшего предводителя казаков. Дяде Богдану есть что сказать по поводу Барабаша. Он предлагает нам перехватить обоз, идущий из Чернигова в Москву. У хозяина каравана было письмо Барабаша польскому королю Яну Казимиру, в котором тот за поддержку в походе против Хмеля обещал всю правобережную Украину передать Речи Посполитой. В конечном счете решение об оказании поддержки все равно за вами. Поддержите Богдана, по первости воевать придется с шляхтой. Выступите за Барабаша, вашим противником станет Московское царство. Когда первоочередные угрозы будут устранены, тот, кого вы поддержали, призовет вас к себе на важный разговор. Речь пойдет об основании нового государства, княжества Великорусского. Но одного черного гетмана как символа власти будет недостаточно. Новоявленному правителю потребуются монаршие регалии, а именно корона князя Витовта, утерянная 300 лет назад. Говорим с Мамаем и спрашиваем, как найти утерянную реликвию. Тот просит немного денег на путевые расходы и покидает отряд, обещая все выяснить. Через какое-то время он возвращается с добрыми вестями и говорит, что корона в Варшаве. Направляемся туда, проходим коридорный сегмент с боями и получаем корону, которую князь меняет на маршальский жезл, повелевая захватить оставшиеся государства. Как только нам это удается, к герою приходят волхвы, чтобы забрать черного гетмана, который хранился у них, пока его не выкрал Радзивилл. Соглашаемся передать им Пернач, и на этом прохождение за войско Запорожское заканчивается. Пересказывая сюжетные линии, я изо всех сил держал себя в руках, хотя меня так и подмывало рассказать о моментах, которые руинили мое погружение.
Их было немало, отчего лично у меня появился вопрос, почему же Pender, фанатский некоммерческий мод, по качеству выигрывает у официального модуля, за который я отдал свои кровно заработанные деньги. Почему Saxon Dragons командой не поленился на протяжении 10 лет планомерно вносить правки и корректировки, чтобы сделать из своего проекта идеально прилизанный в техническом плане, насколько это позволяет движок Warband, шедевр. А Snowbury и Siege с молчаливого согласия Tale Worlds просто забили на дальнейшее развитие своего детища. Для меня очевидно, что техническая реализация огнем и мечом не идеальна, а местами откровенно плоха. Начнем с самых вопиющих багов. Задание «Царская милость». Это тот этап основного сюжета за Москву, когда вашего персонажа по приказу царя-батюшки под белые рученьки уводят дожидаться смерти во Острог. Он, то бишь квест, обновляется, когда вы совершаете дерзкий побег. В вашем журнале появляется вот такая запись. Вы могли, как и я, наверное, подумать, что данное предупреждение намекает, я бы даже сказал, кричит о том, что Алексею Михайловичу на глаза попадаться категорически запрещено. Был даже особый квест у поляков на разорение деревни Маслов-Брод, после чего в дневнике героя появлялась пометка «Месть Хмельницкого». И в тот же час, когда ваш персонаж попадался гетману на глаза, тот сразу же атаковал отряд, даже если до этого вы с ним никогда лицом к лицу не встречались. С царской милостью, я думал, будет так же, и стоит нам попасться на глаза государю московскому, как он тут же спустит на нас своих рынд. Однако, каково было мое удивление, когда ничего подобного не случилось, и он продолжал со мной мило беседовать, будто вчера не отдал приказ тащить меня на плаху. Даже отношения с ним не пострадали. Но это не единственный баг/ляп в сюжете за Московское царство. В финале прохождения, когда ваш мятеж оканчивался свержением царя, персонажа автоматически переносило в Грановитую палату, где вы должны были принять решение относительно судьбы Разина. Так вот, эта встреча поломана более чем полностью. Начнем с того, что, сохранившись в данный момент и загрузив игру, вы просто сломаете сцену. Разина больше нельзя будет найти, и пропадает всякая возможность закончить этот квест. Но даже если не экспериментировать с сейфлоудом, по задуманному сценарию события развиваться все равно не будут. Согласившись назначить Разина на пост маршала, квест завершится, и будут начаты выборы. Однако ни кандидатура Степана, ни его самого вы не найдете. Он просто пропадает из игры. Я ожидал, что он появится через какое-то время, как те лорды, что проиграли в сражениях, но избежали плена. Однако его банально не было в списках подданных государства и энциклопедии персонажей. Но на этом халтура не заканчивается. Если вы все же оспорите притязание казака, наградой вам станет то же сообщение, что Разин стал маршалом, но его опять же нигде нельзя будет отыскать. Это самые безобидные баги. В квестовой цепочке «Черный Гетман» у меня дело дошло до откровенного софтлока. Пришлось начинать игру заново. На этапе, когда меня отправили искать Януша Радзивилла, его натурально не было ни в одном кабаке. Даже путники не могли сообщить о его местонахождении. Возможно, его нельзя было найти в кабаках, но существовал шанс повстречать претендентов при дворах правителей. Только вот я на тот момент еще состоял на службе у запорожцев и не мог покинуть их фракцию, а они воевали с Польшей, поэтому в палату их лордов я попасть не мог. Потом у меня поломалась битва при Несвиже. Когда мы по пути к родовой гробнице должны были попасть в засаду, она просто не триггерилась, и я попадал в пустое помещение гробницы. Еще один баг свалился на меня, когда я пробрался к Янушу под видом наемника, следуя плану Мамая. Игра просто лишила меня оружия, и я ничего не мог противопоставить напавшим на меня жолнирам. Более-менее гладко все прошло только сюжетной линии Польши. Хотя там некоторые задания и способы их выполнения были весьма неочевидны. А советы от пана Заглобы, скажем так, были не слишком актуальны. Про баги, ляпы и халтуру я рассказал, но это еще не все. К сожалению, поводов для недовольства осталось еще предостаточно. Например, почему игра, разработанная в СНГ, не имеет в Стиме русской локализации? Это же так называемый Евроджанк,
Русские — это 90% от целевой аудитории данной категории игр. И на крупнейшей игровой площадке при покупке лицензионной копии игры я обязан скачивать русификатор. К тому же еще и кривой. Вот, например, тут видно, что перепутаны обращение к персонажу игрока с тем, как игрок обращается к собеседнику. Кроме прочего, возвращаясь к наполнению самой игры, я, конечно, понимаю, что разные сюжетные линии для разных государств нельзя проходить параллельно. Оттого вы сразу не заметите, что они сами по себе очень много заимствуют друг у друга. Эти заимствования навязаны как и геймплейной скупостью модуля, так и ограниченным набором сценариев развития событий в заданном сеттинге. Чтобы вы понимали, о чем я говорю. В сюжете каждой из фракций нам приходится устраивать минимум одно восстание с поддержкой претендента на трон. Это что касается эксплуатации игровых механик. В сценарной же части троп с «Я смертельно ранен, поэтому не успею рассказать тебе все, только часть истории» также используется дважды. Ну и добивочная. Целый сегмент в 2 сюжетных линиях скопирован один в один, просто с разными врагами. Речь про все тот же пресловутый побег из казематов за Москву и похищение короны в Варшаве. Локация просто нагло скопипащена. И это при том, что у разработчиков явно не было проблем с игровыми ассетами. Все знаковые города имеют отличительные объекты архитектуры. Поэтому я не вижу проблем, почему нельзя было сделать 2 разные локации под эти сегменты. Напоследок хочется отметить неравнозначность сюжетных линий и наград за их прохождение. Если кампания за Московское царство проходится буквально за вечер под пивко, без особого гемора, не считая сегмента с темницей, и вознаграждает игрока шапкой Мономаха, то квест «Черный Гетман» проведет вас по всем кругам ада, а в конце вы будете обязаны добытую корону возложить на голову другого правителя, а сами довольствоваться скромной ролью маршала. Это порождает справедливый вопрос, а зачем было делать сюжетные линии такими разными по продолжительности, при том, что многие сегменты из них заимствуются или самоповторяются по структуре? Ответ, конечно, я вряд ли услышу. Ну а в целом я свои впечатления от повторного погружения могу описать одной емкой фразой: в детстве было веселее. Это реально тот случай, когда лучше не возвращаться в игру поностальгировать. Хоть я относительно недавно, 6 лет назад, играл в нее на стримах, все же это было до моего возвращения в Пендер и знакомства с Баннерлорд. Сейчас, когда я расширил свой кругозор, огнем и мечом стал слишком тесен. В нем, конечно, как я говорил, определенно есть свой шарм, и он способен завладеть сердцем игрока, но слишком много преград будет возникать на пути вашей любви, начиная от слабой технической части с багами, заканчивая ограниченными по сравнению с нативным варбандом, я уже молчу про другие модули, возможностями в геймплее. Читая отзывы в Steam, я утвердился в понимании позиции людей, которые восхищаются данной игрой. И мне их восторг в общем-то не чужд, однако разделить его с ними в полной мере, искренне и неподдельно у меня вряд ли получится. Однако это ни разу не означает, что вам не стоит пробовать огнем и мечом, в особенности если вы любите исторические игры, а также эпоху, в которой разворачиваются события. А если вы еще не успели познакомиться с серией Mountain Blade, в частности Warbandом, тогда мне кажется, шансов благосклонно оценить сей проект у вас даже больше. Ведь я в свое время так полюбил этот модуль во многом потому, что не был знаком с землями Кальрадии, с «Я поддерживаю я» и «Гнилая цыпленок 37 из 50». Огромное спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Благодаря вашей поддержке видосов по Mountain Blade канал переживает настоящий ренессанс. Лично кланяюсь всем боярам, кто подписался, а в особенности оставил под роликом комментарий. Не забывайте также заходить в телегу и, если хотите поддержать рублем, на мой Бусти и Donation.pal. Спасибо за внимание и увидимся в будущих роликах. Пока! Крымского ханства больше не существует! Все, ребят!